Приветствую всех на канале. Я уже делал несколько видео по ремонту моторов с электромобиля Tesla. Это большой задний мотор с Tesla Model S. Также этот мотор устанавливался на автомобиле Toyota RAV4 EV и Mercedes B-Class Electric Drive с некоторыми модификациями. Так как на переднеприводных Toyota и Mercedes он установлен задом наперед по отношению к Tesla. Как правило, ремонт заканчивается заменой сальников и подшипников. Сегодня же будет более серьезное повреждение, сравнимое с повреждением блока цилиндров на двигателях внутреннего сгорания. Кстати, сразу хочу сказать, что электромобили не менее надежны, чем ДВС. И на данный момент современные электромоторы, в том числе и Теслы, стали намного надежнее и по ресурсу могут дать фору практически любому современному ДВС. А что такое современный ДВС, можно посмотреть на канале моего товарища Реальный Моторист. Он показывает, из чего они сделаны, их слабые и сильные места и как они ремонтируются. И если хотите посмотреть, то в конце видео оставлю ссылку на его канал. Очередной Tesla мотор, который устанавливался на Mercedes. Вот здесь надпись Tesla. Многие в комментариях пишут, что при чем тут Tesla. На Mercedes B-Class Electric Drive именно Tesla делала моторы. Но есть отличия в самом редукторе. И вот очередной мерседесовский мотор с низким сопротивлением изоляции. Вот здесь у нас сейчас 0 мегаом. И все по причине того, что здесь есть проблема с обмоткой статора. Вот здесь видно даже, что кусочек меди вылез через среди пластин, через бумажку. И он подкорачивает на корпус. Из-за этого сопротивление упало. При этом течи здесь какой-то значительной не было. Сальник здесь стоит сухой. Следов течи не было. Был легкий конденсат внутри самого мотора, но течи не было. Откуда-то следы коррозии есть, но какое-то наличие антифриза внутри не было. По крайней мере сейчас. Возможно, когда-то раньше было. Возможно, была произведена замена сальника без скрытия его. И на самом роторе видны следы. Следы, где эта медь выходила и пробивала на корпус. Вот видны следы подгорания. Здесь также есть следы подгорания. И сейчас два варианта. Либо же отдавать его в перемотку, либо же устанавливать сюда другой статор. Но из-за того, что время на перемотку где-то уходит около 2 недель, а владельцу нужна быстрее машина, то у нас есть другой статор, Toyota RAV4. Это такой же точно статор, который в отличном состоянии. И сейчас мы этот статор будем устанавливать в этот мотор. Это очередная проблема, которая бывает с этими тесловскими моторами. А вот и более фееричная поломка, тоже связанная с обмоткой статора. И снова Mercedes с мотором от Tesla. И снова сальник. Сейчас пытаемся добраться до него и посмотрим, что там, потому что водички там очень было много. Вот такая вот. А еще воняет коррозия. сильно паленой обмоткой. Именно воняет лаком горевшим. Может быть. Ни в одном моторе не помню такого запаха. Может быть замыкание межвитковое. Ладно, то сейчас уже доберемся до этого и будем смотреть дальше, что там. Горевший. Его спалили. Я же говорю, запах лака. Запах ужасный. Смотри, сейчас перевернется. Такого у нас еще не было. Да тут как. А запах какой? А накурено-то как? Жека, иди посмотри. А ну дай отверточку. Кого? Отверточку. Жесть. Да не ковыряй пока. Не ковыряй. Ой-ой-ой-ой. Дай я поковыряю. Не надо ковырять, дай поковыряй. Фу-фу-фу. Да, такого у нас еще не было. Чтобы так оно коротнуло. Надо будет разделать эпоксидку и посмотреть, что там. Но она черная вся. Бахнула она знатно. Да, да.
И походу и пламя какое-то может И здесь все черное в саже. Весь ротор, подшипник в саже. И передняя крышка тоже в саже. Ой-ой-ой-ой. Как раз там, где был антифриз, оно вымыло сажу. Медь. Семечки. Это медный взрыв. Фу, воняет знатно, вообще жесть. А, да-да-да-да, смотри. Слышишь, смотри, как в Пошла прошлый раз дуга. издевались над ротором. Вот то по нему Пытались херачили достать. зубилом. Капец. Чем-то, видишь, отверткой. Это знаешь как? Пошла дуга, потянула Я этот знаю, самый, что это. и сразу же антифризом за этот самый. Знаешь, что это? И оно Это так они, зас- возможно, так они, застыло. возможно, инвертор сняли. Через инвертор, через обмотки инвертора выбивали ротор наружу. У них не было обратного молотка, и они через инвертор, видимо, отверткой выбивали. Это Или сильно. наставкой. Да, красавцы, конечно. Как ты думаешь, перемотка поможет или? Да перемотка-то поможет. Перематывались неоднократно. Капец оно воняет. Фу, дай ему вафлю, все. Без вариантов. Да хорош говорить, оставьте что-нибудь клиенту. Ты хочешь, чтобы клиент поковырялся? Смотри, как это. Слышь, а здесь золото. Медяха запившаяся. А ну, продуй воздухом здесь. Да ты что? Да, ребята, хватит мотор разбирать. Оставьте его в покое, все. Ну, дуй хоть туда. Продуй. Смотри. Вот так вот происходит замыкание обмотки статора. Давай не так. Смотри. Вот такая красота бывает. Но это у нас впервые такое, чтобы вот так вот статор замкнуло. Видимо, долго автомобиль ездил, не била сопротивление изоляция. А потом в какой-то момент раз и бахнуло. Вот с такими поломками мы столкнулись впервые и почти одновременно на двух автомобилях. А что вы думаете по поводу таких поломок? Напишите в комментариях. До скорой встречи на канале. Всем пока!